Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и в данном видео я хотела бы представить вашему вниманию очередную колоду Таро от издательства Liminal Eleven, The Luna Soul Tarot. Я могла бы ее перевести как Таро Луны и Солнца. Если ошибаюсь, поправьте, буду очень благодарна. Авторами которой являются Дарин Шул и Майк Медаглия. Премьера данной колоды в Европе состоялась 27 апреля 2021 года. Это уже второе издание. Первое было в обычной коробке, и карты были глянцевые. Тот, кто смотрел обзор The White Numen Tarot, тот знает, что я была в восторге от Таро Белого Божества, что решилась купить еще одну колоду данного издательства. Приобретая ее, я все больше и больше склоняюсь к приобретению Таро современной ведьмы. Да-да, у меня нет одной из самых продаваемых по меркам Амазона колод в мире. Пока что другие, хотела бы так немножко рассказать о других колодах от данного издательства. Если мы говорим о The New Chapter Tarot, согласно отзывам, качество карт там отвратительное. А размер, как в обычных игральных картах. И вообще многие говорят, что покупая Таро The New Chapter Tarot, то это деньги на ветер. Mystical Medleys Vintage Cartoon Tarot это новинка. Ну, знаете, она прикольная, но она все-таки больше для коллекционеров. Тем более там очень большие рамки, которые, не очень я и люблю. Подойдет для любителей мультфильмов с 30-х годов прошлого века, таких как Бетти Буп, Пароходик Вилли. Очень красивые есть у них оракулы, тоже новинка. Семя и серп, The Seed and Sickle Oracle Deck. Визуальный ряд очень близок мне, и там должно быть в наборе 2 МБК, но, честно скажу, у меня уже полкилометра от оракулов, и, пожалуй, от данной покупки я воздержусь. А колода The Cosmic Slumber Tarot, знаете, не мое. И так, и сяк к ней присматривалась, не мое, и все. Таро пряжи, которое должно выйти в ноябре, Yarn Tarot, так вообще ни о чем. А вот эссенциальное Таро, которое также должно выйти в ноябре, знаете, очень даже ничего. Чем-то зацепило, но я в раздумьях. Знаете, посмотрим, как будет с качеством. Знаете, я в какой-то мере коллекционер. Да, я этого не скрываю. Я люблю покупать, знакомиться, рассматривать новые колоды, знаете, но я не настолько такой большой коллекционер, чтобы скупать все подряд. Тем более осень, да, октябрь-ноябрь, это самый пик интересных новинок на рынке Таро. От большинства издательств, например, The Runic Tarot, Tarot V, там зомби тоже от Los Carabeo, The Orient's Animal Tarot от Rockpool Publishing. Поэтому я думаю, что будет на что потратить денежку, и, знаете, это мои субъективные и личные мнения. Главное для меня, чтобы в доме хватило места и денег в кошельке. Ладно, шутки в сторону, давайте перейдем к героине нашего видео. Упаковка выглядит следующим образом: плотная, прочная и магнитная, с магнитной застежкой внизу. Да, это, можно сказать, это фишка данного издательства. С обратной стороны мы видим миниатюры карт и краткое описание.
Поднимающее настроение, исцеляющая колода Таро, отражающая наш удивительно разнообразный мир. Таро Луна Соул предназначена для поднятия настроения и исцеления. С мягкой цветовой палитрой, которая нежно согревает сердце. Эта колода окутает вашу интуицию позитивными объятиями. Ниже также написано, что колоду дополняют две карты. Внизу у нас магнитная крышка, на которой написано: это плохой вид памяти, который работает только в обратную сторону. Льюис Кэрролл. Вторая часть упаковки выглядит следующим образом. Да, это уже, скажем так, более презентационно выглядит в сравнении с предыдущей колодой The White New Man. Итак, МБК поставляется в твердом переплете и оформлена под стиль колоды, состоит из 57 страниц. Инструкция цветная, бумага плотная, состоит из содержания, предисловия, вступления, в котором говорится, что Вселенная любит разговаривать с нами, а Таро – это инструмент, который переводит нам эти сообщения на понятный язык, который мы можем понять на интуитивном уровне. Также основная информация о дуальности человека, да, что мы выражаем любовь и ненависть, что мы маленькие и великие, также о старших арканах информация и их интерпретация. Ну что ж, как мы видим, интерпретация каждой карты состоит из нумерации, названия, миниатюры карты, ключевой фразы и описания. Знаете, здесь все по классике, символизм не описан, так, например, как в Таро Белого Божества. Каждый аркан занимает одну страницу. И когда мы переходим к младшим арканам, мы можем увидеть интерпретацию двух дополнительных карт – Wu-Wei и дуальность. Что такое Wu-Wei? Если кто-то не знал, так как, собственно, и я, это главный принцип даосизма. В буквальном переводе означает бездействие. Это не о пассивности, праздности или отпускании всего. Искусство Wu-Wei – это принимать то, что не зависит от нас, и спокойно наблюдать за тем, что с нами происходит. Wu-Wei сосредоточен на настоящем, да, это когда мы не беспокоимся о будущем и не копаемся в прошлом, что я, собственно, и люблю делать. Это отказ от веры в то, что вам всегда нужно за что-то бороться, что-то знать и иметь возможность что-то сделать. Давайте рассмотрим на примере этих дополнительных карт информацию, которую нам предлагает МБК. Давайте вот рассмотрим тот же Wu-Wei. Цитата, то есть ключевая фраза. Действовать в соответствии с судьбой. Нет ничего проще, нет ничего труднее.
Когда мы прилагаем все свои силы и старания, достигаем ли мы наибольшего? Когда мы требуем, чтобы наши взгляды были правильными, скольких мы убеждаем? Является ли история, которая является пирогической, всего лишь одним шагом к окончательной потере? Представьте себе поток. Он течет по земле, приспосабливаясь к ее очертаниям в гармонии со скалами и долинами. И медленно, осторожно, с почти невидимой силой земля размывается и подчиняется пути потока. Научитесь позволять, делать не делая. Адаптируйтесь. Примите форму обстоятельств, в которых вы живете, а затем вы изнутри мягко сделайте достаточно ровно столько, чтобы ваше влияние могло изменить течение. Так мы начинаем историю, в сердце которой лежит наследие. И вторая карта — дуальность. Ветер поселяет семя оппозиции в зените самоуверенности, и мы поворачиваемся, и мы растем. Полной интерпретации я не буду читать. Дальше у нас информация о младших арканах и о мастях. И интерпретация младших арканов, которым посвящено несколько предложений. Также у нас раздел о том, как интерпретировать расклады, советы по нарабатыванию практики работы с картами. Вот, например, найдите друзей, кто с радостью позволит делать для себя расклады, ведите дневник Таро и так далее. И дальше расклады. 4-карточный, 6-карточный расклад на отношения, кельтский ключ и расклад Солнца и Луны. И на этом все. Я думаю, стоит с ней познакомиться, хотя здесь все по классике, может, что-то для себя интересненькое все-таки вы возьмете с этого МБК. Ну а мы переходим к картам. Итак, качество карт. Срезы гладкие, идеальные. К сожалению, здесь вы видите, что половина колоды изогнута ровненькая, а половина изогнута в другую сторону. К сожалению, такое тоже может встречаться. Рубашка здесь выглядит следующим образом. Некоторые практики, работающие с перевернутыми арканами, могут ощущать дискомфорт, работая с такой рубашкой. Конечно, если это кому-то принципиально. Карты здесь плотные, очень плотные, классные, матовые. Картон не тонкий. Качество печати и цветопередачи тоже замечательное. Здесь, знаете, вот очень приятные такие пастельные и приглушенные цвета. У меня, знаете, такое ощущение, что, беря эту колоду в руки, ты немножко расслабляешься, а глаза отдыхают. Я уже говорила много раз, что люблю насыщенные яркие цвета в картах, но, знаете, всегда есть исключения из правил, и иногда хочется вот такого спокойствия. Ну что ж, давайте не будем тянуть и поближе познакомимся с Luna Soul Tarot. Итак, поехали. Дурак. Маг. Верховная жрица. С первых уже карт можно заметить, что рисунки в этой колоде
Это такая вот модифицированная версия классического Уэйта. И что в большинстве случаев, да, вот, ну, например, в императоре символизм не до конца сохранен. Но в большинстве карт сохранен. Да, там в императоре нет трона, но есть куб, который нам говорит о стабильности. Влюбленные. Колесница. Справедливость. Отшельник. Колесо фортуны. Сила. Если вы заметили, у нас практически на всех картах есть вот такие элементы, как день-ночь, или луна и солнце. Или вот, например, в отшельнике было такой маленькая часть луны с кратерами. Смерть. Умеренность. Да, о том, о чем я говорила. День, ночь, луна, солнце. Дьявол. И смотрите, здесь вместо жутких цепей люди попали в ловушку. И это даже... Я бы не сказала, что это веревки. Это скорее похоже на лозу. Знаете, как в джунглях есть вот такие, какая-то такая лоза? Башня. А звезда. Смотрите, какое разнообразие в картах. Девушка здесь не худенькая, и видно волосы на ногах. Луна. Солнце. Мы все привыкли видеть в карте солнце белую лошадь, но здесь у нас единорог. И уже двое деток. Суд. И кошечка. Мир. Туз жезлов. Двойка жезлов. Тройка жезлов.
4 жезлов. Посмотрите, если вы очень хорошо присмотреться, можно увидеть не только волосы на грудной клетке в мужчины, но и под руками женщины. Лично мне такие моменты не мешают, а наоборот даже забавляют. И я здесь говорю вообще без какой-либо иронии. 5 жезлов. Шестерка жезлов. Семерка жезлов. Восьмерка жезлов. Девятка жезлов. Десятка жезлов. Паж жезлов. Рыцарь жезлов. Король жезлов. Да, здесь в обратной последовательности. Сначала король, потом в самом конце королева. Королева жезлов, да. Вот от, знаете, от придворных арканов данной масти так и чувствуется огонь, вот знаете, такой африканский климат. Но посмотрите на эту королеву. Улыбка ее и вот эта белая кошечка существенно изменяют саму энергетику, сам образ ее. Знаете, сразу здесь представляется вот такая чернокожая женщина, мудрая, добрая, еще вот в этих африканских одеяниях. И вообще здесь не ощущается какой-то такой резкой мощи огня. Посмотрите, какой красивый туз кубков. А двойка кубков. Инь-янь, да, солнечная и лунная энергия. Тройка кубков. Четверка кубков. Пятерка кубков. Как интересно здесь показана вот зацикленность вот на этих трех перевернутых кубках. Шестерка кубков. Семерка кубков. Восьмерка кубков. Девятка кубков. Десятка кубков. Паж кубков. Рыцарь кубков.
Король кубков. Королева кубков. Смотрите, у нее кубок вот такой немножко, как бы это маленькая частичка Луны с кратерами. Туз мечей. Двойка мечей. Тройка мечей. Четверка мечей. Пятерка мечей. Не знаю, видно ли вам, что здесь вот люди спрятались за стеной. А может, не от него прятались, а может, знаете, какая-то была война, и вот как всегда в фильмах показывают, что вот на какую-то деревню напали враги, да, и вот эти люди, которые там живут, в этой деревне, боятся выйти из укрытия, потому что не знают, кто это, наш друг или наш враг. Тут можно, знаете, и так, и так интерпретировать. Шестерка мечей. Очень тоже интересная подача. Шестерка мечей. Семерка мечей. Восьмерка мечей. Девятка мечей. Идеальное выражение лица для данного аркана. Десятка мечей. Паж мечей. Рыцарь мечей. Король мечей. В таком воздушном троне. Королева мечей. Вот знаете, данная карта у меня ассоциируется со строптивой такой вот байкершей в кожаной куртке, которая за словом в карман не полезет и поставит любого на место. Но посмотрите, она здесь вот все-таки не выглядит какой-то суровой теткой, а я бы сказала такой, вы знаете, озорной девушкой. Туз пентаклей. Двойка пентаклей. Тройка пентаклей. Четверка пентаклей. Знаете, кого мне это напоминает? Кого напоминает вот этот парниша? Меня. Когда у меня много покупок, и ты слишком ленивая, чтобы по несколько раз ходить туда-сюда, а берешь по несколько, 10 пакетов в каждую руку и еще один в зубы. О. Пятерка пентаклей.
Шестерка пентаклей. Семерка пентаклей. Обратите внимание, она не только ожидает, когда созреют плоды, но она также и в положении. И то, что она в положении, это может быть как в данном случае это может быть и в прямом значении этого слова, так и метафорически. Да, вот созреет какой-то проект. Например, восьмерка пентаклей, девятка пентаклей, десятка пентаклей, паж пентаклей. И в пажа тоже щетина на ногах. Забавная колода, знаете. Здесь можно встретить людей любой, скажем так, массе. Там, например, звезда больше выглядела как девушка с Индии. Можно встретить чернокожих, можно встретить светлокожих людей, любой национальности. Рыцарь пентаклей, король пентаклей. Ой, посмотрите, прелестная какая карта. И птички. Класс. И королева пентаклей. Мне тоже очень нравится, несмотря на то, что здесь, знаете, королевы вот не такие красивые женщины, а такие, знаете, простые, одаренные мудростью и женщины, которые прожили уже очень много и видели в своей жизни тоже очень много. Больше так выглядит. И посмотрите здесь, как этот лисенок, знаете, вообще, ну, такое солнышко. Тоже классная карта. Знаете, вот эта колода вызывает сам такой вот приятные эмоции. Ну и здесь у нас две дополнительные карты. Дуальность и Уэй. Знаете, что удивительного в этой колоде? Что даже некоторые очень такие, скажем, острые карты, но не могу сказать, что негативные, да, ведь в каждой карте есть две стороны медали. И некоторые острые арканы изображены так, что, смотря на них, не возникает никакого страха, какого-то отторжения, неприятных ощущений. И мне кажется, что это достигнуто посредством идеального подбора цветовой палитры. Также это достигнуто посредством мелких деталей, да, ведь недаром говорят, что дьявол кроется в мелочах. Я не могу сказать, что это исключительно позитивная колода, нет. Но, знаете, некоторые негативные или острые моменты изображены достаточно мягко и деликатно. В этой колоде вы можете найти разнообразие, да, как я уже говорила. Звезда, девушка не с идеальной фигурой, в умеренности, темный цвет кожи. Я думаю, что данная колода отлично подойдет начинающим и тем, кто любит работать исключительно с классикой, но хочет минимального, небольшого, скажем так, разнообразия или более современный вариант. Напишите в комментариях, есть ли у вас другие колоды данного издательства, есть ли эта колода
какие эмоции и ощущения она у вас вызвала. А я благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.